Я Алена, мне 15 лет, и я родилась в Донецке. Последние 5 лет мы жили в Мариуполе. Это была самая осознанная жизнь, поэтому родной город — это Мариуполь. Ну, Мариуполь очень комфортный город для жизни, очень уютный, очень душевный город. В нем как бы есть своя душа, можно сказать. Большое преимущество то, что ты можешь видеть море в разное время года. Оно красиво и зимой, и осенью, и весной. Ты туда приходишь, ты как бы наполняешься жизнью именно там. Поэтому море — это большое преимущество. Ну и, конечно, за последние годы Мариуполь стал очень развиваться. Стали много строить, много облагораживать, красиво делать, много парков, фонтанов, вообще много инфраструктуры новой. Это было очень заметно, это не мои только слова, а любой подтвердит горожанин. Ну, я училась в школе, снимала видео. Но я 4 года училась в музыкальной школе, это было еще давно. Потом бросила, и у меня есть укулеле. Я на нем редко играю, но умею. Да, я занималась разведением сортовых фиалок. У меня почти 700 сортов было. И я фотографировала, я же продавала, мне нужно было сфотографировать. Еще у меня кот, он же у меня менеджер моего бизнеса был. Я его всегда с фиалками фотографировала очень много. И бывает, ты там один сорт вырастил, ну там продал что-то, у тебя ничего не осталось, потом годы прошли, ты снова ты его ждешь как ребенка этого, хотя ты уже знаешь, как он цвести будет, все, но ты заново выращиваешь этот сорт. Это восхищает, это наполняет, это твоя жизнь. Ну, я 23 февраля очень хорошо провела. Мы с подругой после школы пошли домой ко мне в гости, приготовили шоколадные фонданы, покушали и поснимали видео. Как и все, жили, радовались, наслаждались жизнью, мечтали куда-то поехать, что-то увидеть, опять-таки вернуться домой. Да, мы сейчас поехали, что-то увидели, но возвращаться нам некуда. Ничего не было собрано. Хотя мы уже не первый раз переживаем эту войну. В 2014 году мы, когда убегали от войны, мы тоже собирали буквально вот перед поездом. Я тогда помню, как я собирала детские фотографии, свои детские фотографии. И, скажем так, эта сумка, это такая сумка с-под компьютера, с-под ноутбука, она так и осталась с 2014 года, за креслом стояла с этими детскими фотографиями. А сейчас в Мариуполе мы ничего не собирали. Даже когда уже началась война, когда уже Мариуполь был в осаде, когда у нас уже связи не было. Это было 6 марта, воскресенье, по-моему, это было. Когда нам разбили, когда у нас уже окно полетело в спальне первое, вот тогда я собрала деньги, документы, какие-то вещи, подарок доте. На 8 марта подарила. Это было платье. Она меня спросила, а почему ты сейчас даришь? Ну, я просто сказала, что может, я не доживу до 8 марта. Ух ты. А вот когда у нас пропал свет, вода, ну, тепло, и 2 марта у нас связь пропала. Еще с утра было чуть-чуть, а к вечеру уже полностью пропала. И я помню вот эту первую ночь со 2 на 3 марта, вообще тихо было, как в гробу. Я просыпаюсь, я вот так вот себя трогаю, не могу понять, это правда или это неправда. Очень тихо было, очень тихо и очень жутко от этого было. Я утром проснулась, и я начала вести дневник. И я стала записывать каждый день
И я сейчас просматриваю этот дневник, конечно, с каждым днем почерк все ухудшался, потому что вначале же красивенько так писала, а потом, когда среди этих, помимо, только бомбежка закончилась, начинаешь что-то писать, там что-то, ну, такое уже, абы как, лишь бы как бы. Ну, мама начала записывать в блокнотик всякие події. И я смотрю, думаю, а что ж мне влог не снять? Почему бы и нет? Потому что, ну, я не собиралась никуда его выставлять. Я хотела чисто показать родственникам, там, бабушке с дедушкой. Я начала снимать это в марте. Также у нас в комнате 11 градусов. Вот он, снег. Вот это все снег. Да, вот немножко больницы покоцали. Вот там тоже. Машина сгорела. Когда я выбила первое стекло наше, вот тогда я начала снимать. Думаю, ну вот это уже, конечно, подия у нас произошла в жизни. Вот это надо уже заснять, конечно. Уже думаю, ну вот мы выйдем из Мариуполя, и я покажу родственникам. Вот так и начала снимать. Вот я уже в коридоре спала с папой. Я не шла в коридор, я спала в спальне. И, по-моему, это было 5 утра. К нам мина прилетела под подъезд, и окна полетели в квартирах. Я на тот момент спала вот возле окна на кровати. Поранились 2 человека, но не сильно. Вот. Все вытягиваем. Вот. Можно снимать фильм ужасов. Кровь. Это все папа. Вот наша постельная. Но мы были накрыты толстым одеялом. Это мог быть последний. Там вообще за эти 2 недели, которые мы там пробыли, ты не так это все ощущаешь. И когда мы вышли и стали читать, когда уже пошли сводки, когда люди погибали и уже опознавали там, узнавали, выставляли в телеграм-канале именно фотографию человека, это родственники выставляли, дату смерти и события, при каких человек погиб. И когда мы это все видели, мы понимали, что мы стояли рядом с этими людьми. Я новый куплю. А то так жалко было выкинуть старый. Я спала с мамой. В 4 утра начинают, как всегда, бомбить. Мы просыпаемся, папа встает, подходит к окну, а там же бомбят. Мама такая: отойди от окна, что ты там стоишь? Иди от окна, а окна же большие. Смотрю на папину кровать, а там железная балка лежит на папиной кровати. И мы такие думаем, а вот если папа не стал бы за 2 минуты до взрыва, то эта балка была бы на нем. Да, мы потеряли 2 наших знакомых, членов церкви, из нашей церкви. Когда мы вышли с Мариуполя, мы узнали, что буквально, по-моему, на следующий день, как мы вышли, одна наша женщина, тоже Лариса ее зовут, она пошла за водой, по воду они пошли, и там возле этой кринички, там их разорвался снаряд и насмерть. Вот. А потом у меня там была такая очень, я могу назвать ее подругой, бабушка. Она уже в очень почтенном возрасте, ей в этом году должно было 85 лет исполниться, и мы с ней очень близки были. Это была очень жизнерадостная такая, вот несмотря на свой возраст, очень активная, жизнерадостная, веселая такая женщина. И я, когда вышла с Мариуполя, я начала ее искать. Ну, как искать? По интернету, естественно. И я ее нашла только когда мы уже приехали в Люксембург. Это тоже пятница была. Случайно я там увидела ее как бы дом, и мне парень написал с этого дома, что был прилет, прямое попадание в квартиру, и моя надежда только, что она умерла сразу. Потому что там каждый надеялся умереть сразу, потому что там никто не оказывал медицинскую помощь. Если тебя ранило, ты просто истечешь кровью, и все. Вот это была потеря, конечно. С первой квартиры мы ушли, там окна были разбиты, было очень холодно, мы пошли в другую квартиру. Там можно было немножко протопить печку, чтобы согреться, потому что март как раз выдался очень холодный. Мы там
2 дня пробыли, и был авианалет, нас разбомбило там, и нам пришлось идти к друзьям. Но мы пошли к ним просто, чтобы мужу помощь оказали, потому что он был раненый, а этот друг, он наш врач. И мы туда пошли, ну и уже остались у них жить. И мы у них 4 дня прожили. Хотя эти 4 дня тоже вечностью нам показались. И мы увидели, как в тот день, когда мы выезжали, увидели под подъездом, что люди начинают машины, вот, ну, кучкуются, пишут дети на машинах, там вывешивают простыни эти белые. И этот наш друг пришел и говорит: ну вот люди собираются, может, и мы поедем. Ну, как бы мы сидим, ну кто может взять на себя ответственность ехать, потому что мы знали, что машины расстреливают по дороге, и не выезжают, и возвращаются назад, или там остаются расстрелянные. Вот, мы все стали на молитву, помолились и приняли решение выезжать. Это было 16 марта, среда. Мы выехали ровно в 11 от подъезда, мы отъехали. Очень тяжело было смотреть на людей, которые оставались. Потому что ты, получается, как белый человек выезжаешь, а у них нет возможности выехать. У кого-то просто транспорта нету, вот, кто-то не решился, кто-то вот эти глаза, когда мы вот так едем, они все с 2 сторон стоят и провожают. Вот, потом в этот день же как раз взорвали драмтеатр, вот этот дым стоял сзади черный. Мы тогда же не знали, что это драмтеатр взорвали, там когда выехали, уже связь когда была. Вот этот черный дым такой был. Много блокпостов было. Сначала эти ДНР, Россия, очень много их было. Буквально каждые 10-15 метров останавливают, снова паспорт, снова вещи, руки там, мужчин там раздевают, показывают. В общем, вот это было сложно. Потом мы немножко заблудились, и то это слава Богу, что мы заблудились, опять Бог так нас повел, что мы потеряли дорогу. И из-за этого мы нигде в очередях не стояли, мы как бы отбились от всех, потеряли дорогу, потом Бог нам послал тоже такую маленькую машинку с GPS-ом, они нас вывели на большую дорогу. И все, и мы чуть проехали, уже был украинский блокпост. Вот тогда мы очень обрадовались уже, все, мы уже дома. Предложение поступило, друг нам предложил поехать, и мы, может быть, если бы в никуда ехали, это сложно было, а так нас ждала семья здесь уже, мы ехали к друзьям наших друзей. Это очень тяжелые ощущения, и они приходят не сразу. Для меня лично это прошло где-то месяца 2. Уже находясь здесь, в Люксембурге, я поняла, что у меня, кроме вот вещей, которые на мне, и несколько вещей в чемодане, которые мы тоже уже здесь купили, у меня больше ничего нет. Ничего. Это тяжело осознавать, и это осознается не одномоментно. Вот для меня лично это даже вот приходит с каждым днем, и все хуже и хуже. Говорят, что дальше будет лучше. Все говорят: ну ничего, вы же остались живы, слава Богу, все наладится. Да, я это слышу, я слышу это ушами, а сердце мое не слышит еще. Мне наоборот, с каждым днем я ощущаю полноту вот всех этих ощущений, что у меня ничего нет. Сейчас вечером часто пересматриваю, ну буквально каждый вечер я пересматриваю фотографии свои старые с Мариуполя. И есть такие фотографии, которые вот мне раньше, сняла просто так, смотрю, они мне не нравятся, там думаю, да зачем я снимала. Сейчас они такие дорогие для меня. Каждый уголок квартиры я по 100 раз пересматриваю. Мне дорого каждая вещь. Хотя я не скажу, что мы там жили прям супер богато как-то, или это все обыкновенно, но мне каждая вещь дорога. Я всматриваюсь в эту фотографию, я пытаюсь что-то увидеть. И бывает, я что-то новое вижу, то, что я даже не замечала, когда жила там. Понятно, тоже не за один день происходит. Каждый день маленькими шажками там.
пытаемся адаптироваться. Конечно, это другой менталитет совершенно, другие люди, хотя очень добродушные, доброжелательные. Нам, я вам хочу сказать, попадались только хорошие люди. Нам ни разу плохие люди не попадались на пути. Всегда люди доброжелательно относятся, с пониманием, с терпением. Очень хочу сказать за своих друзей, у которых мы живем. Я считаю, что принять, будем так говорить, беженцев от войны, это очень это тяжелый труд. Может быть, они хотели, например, больше общения какого-то, да, а нам именно в этот момент хочется просто чтобы никого не видеть, или не хочется разговаривать, или там куда-то приглашают идти, а ты бы, может, и остался бы. Моя подружка позвонила из Германии и говорит: «Алена, это такой кошмар, это Германия, как я хочу домой». Я такая: «Я тебя понимаю». Мне кажется, если бы не было войны, я бы не так хотела жить в Украине. А сейчас я очень хочу. Я вижу свою жизнь в будущем, через 10 лет, в Украине. У меня будет муж украинец. Мама, тихо. Я буду работать в какой-нибудь команде, снимать кино и прокачивать культуру Украины. Винка. Может быть, и все так говорят, конечно, но я на своем опыте сейчас это пережила. Не откладывать лучшее на потом, потому что потом может не быть. Но вера в лучшее. А вот на данный момент, честно говорю, что пока ничего не знаю, даже не знаю, что завтра будет. Но верю в самое лучшее. И эта вера держит.